Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, каковы события для вашего знака до конца месяца, до конца года, последние дни уходящего года. Конечно, будем реалистами, мои дорогие Овны. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и все равно какие-то подсказки вы для себя получите. Первая карта, которую мы с вами достанем, будет называться «Что завершится?» Окончательно, может быть, завершится до конца декабря. Что нового войдет в вашу жизнь? Каковы неожиданности? С чем вы можете столкнуться? Чем вам запомнятся последние дни декабря уходящего года? И мы достанем три карты, как три события, которые могут, три главных, может быть, важных события, которые могут произойти в течение последних дней уходящего года. Итак, что завершится? Тут действительно завершится. И, скорее всего, это будет тот вопрос, процесс, дело, которым вы заняты, вы сами что-то подводите к концу. Но, надо сказать, у нас ангел изображен, словно высшие силы способствуют тому, чтобы вы все, мои дорогие Овны, расставили по местам, как вы где-то этого хотите. Это значит очень сильная позиция. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. Значит, какую-то прошлую ситуацию, которая у вас, не проигралась, не получилось, не срослось. И ладно, мои дорогие, оставьте как есть, оставьте в прошлом. Тут на пороге что-то совершенно другое. Тут новые возможности вас, мои дорогие, ждут. И поэтому нет смысла что-то реанимировать, притягивать искусственно из прошлого, пытаясь заново переделать или как-то переосмыслить, устраивать глубокую философию. Помните, наверное, вы отчасти во власти обстоятельств. И высшие силы вам желают добра. Это точно. И ангел вам как раз трубит о возрождении. Правда, что-то завершается. По этой карте, знаете, мы более счастливыми становимся. Потому что то, что прежде тяготило, оно вот как раз и завершается в целом. Старший аркан. У каждого из вас какая-то своя составляющая по этому вопросу. Нет даже подсказки на какую-то сферу жизни. Но отчасти я могу сказать, когда выпадают старшие арканы, это скорее всего то, что вы пропускали через свои чувства, эмоции, то, что вас именно разочаровывало. И это из вашей жизни уходит. Что нового войдет в вашу жизнь на порог? Шикарный, посмотрите, какой олень с пентаклем большим на рогах. Это карта возможностей, отчасти помощи высших сил, правда. Потому что туз пентаклей, где-то как колесо фортуны часто срабатывает в том значении, когда, правда, не случайные случайности происходят в нашей жизни. Или срабатывает какой-то момент везения. Или когда нужные люди нам встречаются на пути. Или деньги вы получаете, например, что нового. Новые варианты заработка, новые варианты работы. Какое-то ваше продвижение, может быть, творчество, хобби, ремесло. Вообще новая составляющая, как заработать деньги или построить карьеру. И правда, вторая карта, которая говорит отчасти, что вы во власти высших сил, и вам пытаются помочь. Вот, наверное, знаете, будет очень важным самому что-то не педалировать, а позволить, как и завершиться какой-то ситуации, сделать выводы и отпустить навсегда, так и встречать что-то новое, что у вас уже практически на пороге. У вас конец декабря может быть, знаете, как в двух энергиях. Одно завершается, и уже новое начинается, как будто так. Неожиданности. Нет тех неожиданностей, которые бы вас повергли в смятение. Вот здесь нет. Есть выбор. Вот это другой разговор. И мы говорили о том, что не пытайтесь заново что-то переделать. Может казаться, что вот я сейчас еще раз попробую, мне удастся решить тот вопрос, который прежде не получалось. Потому что в целом очень позитивный период конца декабря для вас, Овны. Но так значит где-то себя и остановить. Здесь словно правильно выбрать направление. Это не совсем неожиданности, это больше как возможности приходят, а вы условно можете сомневаться, замешкаться. Поэтому разрешите себе плыть по волнам событий этих дней,
которые завершают как и год, так и месяц. Здесь будет важно где-то и самому определиться, не без этого. Может быть, не одна возможность, не одно предложение, а несколько, и вам придется как-то с этим взаимодействовать. Его Величество выбор, он присутствует, но это всегда хорошо, когда лучше, по крайней мере, чем когда его нет, правда? Чем запомнятся последние дни уходящего года, месяца? Это может быть как конкретный человек, король Пентаклей. Это те, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют люди асцендент, там, может, и по Луне. Но в целом, не привязываясь к знакам зодиака, это те люди, которые создали себя сами. Это те, которые уверенно стоят на Земле, занимают какой-то пост чаще всего, или они имеют или свой бизнес, или свое ремесло. Они подходят очень вдумчиво, грамотно и в то же время реалистично. Может быть, и есть тысяча каких-то там желаний, но король Пентаклей всегда умеет просчитать какую-то реальность, поэтому его сложно выбить как будто из колеи его, из его намерений. Он понимает, что постоянно есть какая-то необратимость или меняющиеся события, и он в любой момент готов взаимодействовать с ними, поэтому его дважды позиция сильна. Чем запомнится? Может быть, помощь конкретного человека или ваш личный переход, может быть, из энергии где-то больше импульса реванша, вот в такую продуманность, четкость, размеренность. И ведь эта карта может вас самих в новой энергии совершенно означать. Когда я не хочу собой рисковать, когда мне надоели какие-то тысячи неопределенностей, я вот этот гештальт закрываю. Я теперь иду, как раз вот у нас олень с пентаклем, да, выпал, к прочности, надежности, стабильности, как и в отношениях, так и по части заработков, так и построения либо карьеры, либо вашей какой-то трудовой деятельности. Давайте мы вообще прекрасные карты, уверенные такие, когда полный вперед, причем так надежно на долгие годы. И последующий период 2024 года для вас, правда, это возможности. Ну, давайте мы узнаем, каковы же эти события или в каких сферах жизни. Здесь может быть просто конкретный человек, персонаж, который по рыцарю мечей называется бунтарь без причины. Вы можете столкнуться с таким человеком, которому всегда плохо. Или есть такие люди, бывают тоже, когда, знаете, он увлечен какой-то своей идеей и не видит реальности. И он с этой идеей, как с флагом, носится и пытается всем доказать что-то, или настаивать на своем, или склонять к своему мнению, чтобы его точку зрения тоже разделили. А нам карта говорит, вот если вот с разными совершенно людьми вы сталкиваетесь, одни будут вам выдавать какой-то проект, как какую-то перспективу сумасшедшую, которую, ну, ни в коем случае нельзя отказаться упустить. А реальность-то она другая. Посмотрите, холодная карта говорит, да нет, там все будет в другом ключе. Или если мы сталкиваемся с такими бунтарями, недовольными, без причины, наше дело сторона. Вот держите нейтралитет. Для вас будет важно не включиться в те события, которые нужны кому-то, не поддаться импульсу. И это может быть любая сфера жизни. Даже если иногда по этой карте вопросы для кого-то могут проиграться со взрослыми детьми, например, ну, достаточно подросшими, которые имеют свою точку зрения и что-то там настаивают или нам пытаются доказать. Вот тут вряд ли мы тут тоже что-то докажем. Правда, жизненная практика показывает, что время проходит, ну, видимо, повзрослеет ребенок, сам поймет, где он был прав, не прав, поэтому все равно нейтралитет, потому что здесь есть возможность увязнуть в каком-то конфликте, доказательствах, а все равно мы ничего никому не докажем. КПД от этого будет нулевой. Так и не поддаться каким-то красивым речам или обещаниям, а потом остаться один на один с какой-то проблемой. Держите руку на пульсе. Знаете, если вы где-то не соскальзываете на эмоции, тогда вы видите реально, что есть по факту. Вот, видимо, люди разные будут вам встречаться в последние дни декабря, и для вас вот эта рациональность и холодность мышления, это как событие. Второе событие давайте посмотрим. Прекрасно. Праздник после победы. Как и праздник, так и победа. Семья у нас
показано, поэтому личная жизнь, какое-то радостное событие, уверенность, все-таки 4 жезла, как 4 столпа. Может быть, вопросы касаемые вашего жилища, вопросы касаемые вашей пары, семьи, какие-то приятные, как и подарки, так и отношения, основанные на взаимопонимании. Доброе, светлое какое-то событие, которое касается как и ваших близких, так и вас самих. Или это может еще касаться отчасти вопросов, которые связаны с недвижимостью или деньгами, мои дорогие. Или планы на будущее. Прекрасно, само по себе означение праздника. Третье событие. Если здесь 4 жезлов, то 3 жезлов – это 5 минут до старта. Это карта прогресса. Прогресса на последующий период. И поэтому пусть сейчас вы словно вот этот персонаж, изображенный на карте, но он как будто повернулся уже спиной к прошлому. Не имеет оно значения. Но он еще пока и не запрыгнул на корабль, а он только прицеливается, на какой корабль выбрать. Вот вы можете определяться на последующий период 2024 года. И это как и ваша сильная позиция, раз. Когда у вас все под контролем, опять же, 2. И новые возможности уже зовут вас. Значит, действительно, вот как по карте 20-го старшего аркана, у вас происходит своеобразный переход. Прошлое оставляете в прошлом, но уже есть на пороге то, что вас манит, завораживает, как дает какие-то новые возможности, уверенность в собственных силах, несколько другие энергии. Больше вы будете уделять, видимо, тем делам, которые могут означать какую-то дистанцию по времени. Быть не на пару месяцев каким-то вау-проектом, а потом как дым все растворяется. Нет. Как и людям надежным, так и делам надежным, основательным, может быть. Кто-то из вас будет менять ваше окружение. Вполне вероятно, 5 мечей будет об этом говорить. Вы его словно причесать захотите. От кого-то отказаться, опять же. А вот те люди, которым можно доверять, пусть их будет немного, но лучше меньше, да лучше. Вот как-то так. Вопросы семьи, личной жизни, какие-то радостные события и уже перспективы на 2024 год. Конец декабря для вас, мои дорогие овны, как подарит. И радостные эмоции, и какую-то конкретику, я бы сказала. Посмотрите, у вас жезлы и пентакли. И ангел трубит о возрождении и новых возможностях. Быть счастливым, иметь жизнь как праздник, мои дорогие. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.